Привет, друзья! С вами снова канал 25 часов в сутках. В сегодняшнем видео мы посмотрим организацию хранения на кухне у моей подписчицы Кристины. Кристина живет в Воркуте, она мама двоих детей и сейчас учится на организатора пространства. Если вы любите видео про организацию вещей в доме, приглашаю вас подписаться на мой канал, а мы начинаем. Добро пожаловать на эту уютную кухню. Кстати, эта квартира служебная, муж у Кристины военный летчик. Площадь этой кухни около 5 квадратных метров. Кухонный гарнитур здесь угловой и состоит из верхних и нижних шкафов. Так как помещение здесь небольшое, то отойти далеко, чтобы захватить общий вид полностью, возможности не было. Но и так мы видим, что кухня светлая, красивая и обустроена очень удобно. Лампа здесь компактная и хорошо освещает все помещение. Так как кухня небольшая, здесь задействованы все горизонтальные поверхности. В углу стоит обеденный стол, а над ним висит полка с лекарствами и микроволновая печь. На столе стоит все то, что хочется постоянно иметь под рукой. В больших серых контейнерах хранится порошок, в одном для белого белья, в другом для цветного. Перед ними стоят миски для животных, а поднос, на котором они стоят, это на самом деле поддон для цветов. Благодаря этому подносу еда не раскидывается по всему полу. Животные, кстати, любят здесь есть по очереди. Рядом мы видим стеллаж с пакетами для мусора, аккуратно сложенными кухонными полотенцами, а этажом ниже салфетки для стирки, так называемые ловцы цвета. Еще ниже различные средства для уборки. Кристина их переливает в эти емкости, чтобы сократить визуальный шум. И, наконец, под столом в контейнерах хранится корм для животных. Давайте посмотрим и столешницу. Здесь нашлось место для кофемашины, электрогриля и многого того, что наверняка стоит почти на всех столешницах мира. Легкий способ увеличить места для хранения в маленьком пространстве – это воспользоваться подвесными корзинами. И у Кристины это получилось просто отлично. В одной металлической корзине находятся доски для резки, а в другой стаканы. А корзина на присосках упорядочила помощников для мытья посуды, и мойка так выглядит намного аккуратнее. Бумажные полотенца здесь подвешены на металлическом держателе и находятся всегда под рукой. Также всегда под рукой здесь соль и перец, а также чайник. А вот вам отличный пример того, как в маленьком пространстве поместилась стиральная, посудомоечная машинки и даже духовка. Давайте первым делом посмотрим шкафчик под мойкой. Он угловой, а это значит, при его обустройстве нужно было проявить особое мастерство. Проем здесь маленький, поэтому мусорное ведро тут подвесное и расположилось прямо на дверце. Если убирать ведро вглубь, то пользоваться им будет неудобно. Ну а для организации места в самом шкафу тут расположен пластиковый стеллаж и контейнеры для овощей. А в свободном месте хранится пароочиститель. Конечно, чтобы отсюда что-то достать, нужно проявить некоторые усилия, но такая организация пространства помогает быстро ориентироваться во всем содержимом и без труда находить нужную вещь. Эта секция оснащена 3 выдвижными ящиками. В самом верхнем лежит кухонный инвентарь, который используется для приготовления пищи. Кристина избавилась от всего, чем не пользуется, и оставила здесь только нужное и используемое. Ниже упорядочена стеклянная посуда, салатницы и контейнеры. В этих контейнерах хозяева хранят остатки пищи. Они удобны еще и тем, что в них можно готовить еду в духовке, есть, хранить в холодильнике или морозилке, а потом и разогревать в микроволновке. А вот и кастрюли. Их тут целых 4 штуки. Если вы скажете, что они хранятся не совсем удобно, Кристина с вами согласится. Но, как рассказала хозяйка, лучшего места для них не нашлось. И это был оптимальный способ их разместить компактно в этом ящике рядом с плитой. Возьмите себе этот способ на заметку, если и вы находитесь в подобной ситуации. Плита установлена в углу у окна.
Вот мы добрались и до самого интересного, до верхних шкафчиков. Начнем мы с первого из них, самого верхнего. В нем спрятались вещи, которыми хозяева пользуются редко. Йогуртница, ведро для шампанского и все для напитков, как стаканы, бокалы, шейкер, формы для льда и все то, что относится к категории напитки и не нужно каждый день. Заглянем и в шкаф ниже. На нижней полке мы видим формы для выпекания и сковородки. Сначала эти сковородки хранились в духовке, но каждый раз их оттуда доставать было утомительным, поэтому они переехали в этот шкаф. Тут лежат две сковородки, обычная и блинная, а вставка в полку позволяет и использовать пространство над ними. Здесь расположились коробки с зип-пакетами. Кристина руководствуется правилом, что в маленькой кухне нужно быть реалистом. Не нужно впихивать много вещей туда, где для этого немного места. Ну и, конечно, периодически следует расхламляться. Мы сейчас живем в эпоху потребления, и поэтому нужно ясно отдавать себе отчет в том, сколько места имеется на кухне, и продумать ее оснащение таким образом, чтобы все хранилось удобно и доступно. А вот и верхняя полка. В прозрачном органайзере сгруппирована пластиковая посуда и контейнеры. Кристина старается отходить от использования пластика, но иногда они все-таки пригождаются. Обратите внимание на две белые корзины. Они идеально подходят для хранения на полках, занимают мало места и способны компактно организовать много мелочей. Далее следует угловой шкаф. Вы часто спрашиваете, как можно его организовать, и Кристина смогла это сделать особенно хорошо. В этом шкафу хранится столовая посуда, и градация тут такая же, часто используемая ближе, редко дальше. Для удобства хранения тут используется сушка для посуды, вставки в полку и корзины для хранения. На сушке находятся тарелки. Сбоку на вставке формы для запекания, тарелки для суши и различные миски. Наверху убран большой кувшин, и Кристина обычно наливает туда компот. А так как он оснащен краном, дети могут сами наливать себе напитки. А рядом спрятана банка со сладостями. Место для хранения выбрано не случайно, чтобы дети ее не могли сами достать. Угловые шкафы не такие функциональные, как обычные, но очень вместительные. И при правильной организации сюда влезет большое количество вещей, и для маленькой кухни это особенно актуально. Идем дальше. Для хранения в этом шкафу используются мои любимые корзины. Маркировок тут нет, потому что Кристина и без них знает, что там хранится. И очень скоро мы заглянем в каждую из них. Ну а в подвесной корзине находятся различные лечебные травы. А вот и содержимое этих органайзеров. Тут нашлось место для снеков, чая, сезонных помощников, как, например, красителей для пасхальных яиц, и различных мелочей, как формы для вареников. В этом органайзере лежит все для выпечки. При необходимости его можно легко вытащить из шкафа и поставить на рабочую поверхность. Переходим к следующему шкафчику. Здесь поместилась вся бакалея. Главная цель Кристины была сделать так, чтобы все содержимое хорошо просматривалось. И, по-моему, у нее это получилось на 5 с плюсом. На верхней полке в знаменитых органайзерах для сыпучих находятся крупы. Когда они все стоят так в один ряд, это так красиво, правда? А ниже тут тоже все организовано удобно и красиво. Это, например, кофейные зерна. А это в стеклянных баночках приправы. Вообще вся кухня Кристины – это наглядный пример того, что и небольшая кухня большой семьи, состоящая из 4 человек и 2 животных, может быть организована не только функционально, но и безумно красиво. Чтобы задействовать максимальное количество места, над вытяжкой тоже установлен шкаф. Посмотрим, и что тут лежит. В него Кристина сложила различный декор. Когда вещи из одной категории хранятся в одном месте, найти их труда не составляет. Пожалуйста, напишите внизу в комментариях, какая идея из кухни Кристины вам понравилась больше всего. Кристина будет читать ваши комментарии, и ей будет очень приятно узнать, что вам понравилось сегодня побывать у нее в гостях. Если это видео было вам полезным, пожалуйста, покажите это, поставив палец вверх. И, конечно же, приглашаю вас подписаться на мой канал, если вы любите видео про организацию вещей в доме. Заглядывайте в мой инстаграм с легким названием 25 часов, потому что там я делюсь не только своими идеями, но и вашими великолепными результатами. А сейчас я с вами прощаюсь. Пока-пока и до встречи на следующей неделе на канале 25 часов в сутках.